Ալնելու է պատերազմ սեպտեմբերին ու աղետաբեր պատերազմ։ Եթե Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна и одного из ключевых представителей правящей команды Рубина Рубиняна формирует принципиально новую рамку восприятия текущего политического процесса. Предстоящие выборы в этой логике перестают быть обычной демократической процедурой и подаются как судьбоносный рубеж, от которого напрямую зависит вопрос войны и мира. Более того, сама война в публичной риторике описывается не как абстрактная угроза, а как почти календарно обозначенный сценарий. Пашинян прямо заявляет, что если партия «Гражданский договор» не получит конституционного большинства, уже в сентябре возможна сокрушительная война. Существенным является не только содержание этого заявления, но и его подача. Подчеркнуто спокойный тон и уверенность в поддержке народа создают ощущение либо глубокого знания внешнеполитических процессов, либо политической предопределенности происходящего. В обоих случаях ответственность за предотвращение негативного сценария фактически перекладывается на избирателя. Рубен Рубинян развивает этот тезис, утверждая, что война возможна не по вине действующей власти, а вследствие альтернативного пути, по которому страну могут повести иные силы, прежде всего так называемые олигархические круги. Таким образом формируется жесткая бинарная конструкция. Либо концентрация власти в руках одной политической команды, либо дестабилизация, за которой почти автоматически следует военное столкновение. На этом фоне в экспертной и околополитической среде обсуждаются более конкретные сценарии. Один из них связывает риск войны с возможной победой политических сил, ассоциируемых с бывшим президентом Робертом Кочаряном, а также с лагерем Сержа Сарксяна. В рамках этой логики утверждается, что возвращение прежних элит может быть воспринято внешними игроками как отказ от нынешней переговорной архитектуры и повод для жесткого давления. Существуют и интерпретации, связывающие угрозу эскалации с усилением влияния крупных экономических акторов, в частности сил, ассоциируемых с именем Самвела Карапетяна. В этом контексте предполагается, что приход к власти политических сил, опирающихся на крупный капитал, может быть истолкован как изменение внешнеполитического баланса и сигнал уязвимости. При этом в политико-экспертной среде также циркулируют инсайдерские оценки, восходящие еще к периоду внеочередных парламентских выборов 2021 года. Согласно этим данным, в закрытых дипломатических и околополитических обсуждениях тогда якобы звучала позиция, что в случае победы сил, связанных с Кочаряном или Сарксяном, диалог с Ереваном оказался бы под серьезным вопросом. Речь шла не о публичных официальных заявлениях, а о неформальных сигналах, которые интерпретировались как нежелание Баку вести переговоры с представителями прежней армянской элиты. Эти оценки не имеют официального подтверждения, однако продолжают фигурировать как часть неформального аналитического фона. Отдельное место занимает версия, согласно которой возможная война будет инициирована именно Азербайджаном, независимо от внутренней политической конфигурации в Армении. В этом сценарии подчеркивается, что боевые действия в случае их начала с высокой вероятностью будут сосредоточены вокруг Сюника, стратегически ключевого региона, имеющего значение не только для безопасности Армении, но и для всей системы региональных коммуникаций. Согласно этой логике, если после выборов в Армении сформируется слабое, фрагментированное или политически нестабильное правительство без устойчивого парламентского большинства, это может быть использовано как повод для отказа от переговоров и перехода к силовому давлению. В ряде аналитических оценок подчеркивается, что сентябрь рассматривается как возможное окно возможностей для подобного сценария. Однако внутренняя политическая динамика является лишь частью более широкой геополитической картины. Существенную роль в возможных сценариях играет позиция России.
Формально оставаясь союзником Армении и ключевым участником региональной системы безопасности, Москва в последние годы демонстрирует сокращение прямого влияния на процессы на Южном Кавказе. Это создает неопределенность относительно степени и форм возможного вмешательства в случае новой эскалации, что снижает фактор сдерживания. Не менее значима и позиция Ирана. Тегеран традиционно рассматривает Сюник как стратегическую красную линию, поскольку любые изменения статуса этого региона напрямую затрагивают его интересы, включая сухопутные коммуникации и баланс сил в регионе. В иранской риторике неоднократно подчеркивалась недопустимость изменения границ и создания экстерриториальных коридоров, что автоматически придает возможной эскалации в Сюнике более широкий региональный масштаб. Западный фактор также приобретает все большее значение. Европейский Союз и Соединенные Штаты в последние годы активизировали дипломатическое присутствие в регионе, продвигая собственные форматы переговоров и механизмы мониторинга. При этом Запад, как правило, делает ставку на институциональную стабильность и предсказуемость партнеров, но не дает четких гарантий безопасности в случае военной эскалации. В результате формируется многослойная картина, в которой внутренняя политическая борьба в Армении тесно переплетается с интересами внешних акторов. Выборы в этой системе координат становятся лишь одним из элементов сложного геополитического уравнения, а не его единственным определяющим фактором. При этом сохраняется и альтернативная точка зрения, согласно которой риторика о неизбежной войне может носить характер политической гиперболы или инструмента мобилизации. В этом случае угроза сентябрьской эскалации используется для концентрации власти, нейтрализации оппозиции и снижения значимости альтернативных политических проектов. Война в подобной логике выступает прежде всего как психологический аргумент. Таким образом, в публичном пространстве одновременно сосуществуют несколько нарративов. Война как следствие внутреннего политического выбора, война как самостоятельное решение Азербайджана, война как результат ослабления системы регионального сдерживания и война как элемент внутриполитической стратегии. Общим для всех этих версий остается ощущение крайней неопределенности и предельно высоких ставок. В итоге выборы 2026 года в Армении все больше воспринимаются не просто как борьба политических сил, а как тест на устойчивость государства в условиях региональной турбулентности, где внутренняя политика и большая геополитика переплетаются максимально плотно. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.